Холостяцкая жизнь под угрозой. Что же произойдет? Давайте посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ну и, конечно же, делиться этим видео с друзьями. Авось кому-то тоже понадобится. Давайте-ка посмотрим вашу сигнификацию. Что у вас происходит, либо происходило в жизни. Для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Но опять-таки в очередной раз вы у меня, ребята, такие полные сил, энергии. Вы человек, который, наверное, если нужно, сквозь стену пройдет, только бы добиться своей цели. Вы очень целеустремленный. Вы такой вот, я просто даю краткую характеристику, вы человек страстный. Вы человек дела, опять же. Довольно неплохой любовник, вы ревнивец еще тот, вы собственник. Если вы любите женщину, то никогда ни одна муха мимо женщины не пролетит, чтобы вы ее не заметили. То есть, вы такой, знаете, как действительно как лев, как тигр, я не знаю, как еще, каким зверем назвать, в хорошем смысле слова. Чтобы сравнить и вашу энергетику, и вашу такую защиту по поводу своего, да. Вот моя женщина, мои родители, мое жилье, то есть все, что касается своего, здесь реально вы становитесь просто на дыбы. У кого-то может проиграться довольно горячий характер, может быть вспыльчивый такой, да. Могут вам даже говорить окружающие: да успокойся, да что ты там из-за чепухи заводишься, да. Опять же, это может быть и как следствие прожитых лет, да, потому что человек либо рождается с такой нервной системой, да, либо же из-за очень частых нервотрепок становится более нервным, более вспыльчивым, там, да, кто-то агрессивным становится. В общем, с вами точно не соскучишься. Вы, в общем-то, все, что достигали и достигли, вы все это исключительно сделали своим трудом. Своей усидчивостью, своим напором, да, вот своей какой-то упертостью даже. Я не могу сказать, что очень много достигнуто в плане финансов, но, в общем-то, вам более-менее хватает, да. Хотелось бы, конечно, побольше, но вы не человек, который будет стремиться к каким-то там очень-очень большим деньгам. Вы довольно справедливый, и это касается абсолютно всего и всех. Не терпите фальшь, не терпите вранья, предательства, тем более от женщин. Вы не будете в отношениях играть в одни ворота, да, вы ищете вот какой-то взаимности. Вам, может быть, даже не хватает взаимности от женщин. Это касается и тех, кто уже остался холостяками, да, но поскольку это общий расклад, я понимаю, что меня смотрят и не свободные, да, кто-то женатый, кто-то в отношениях, кто-то в гражданском браке. Поэтому вот ищите какой-то такой, не то чтобы равноправие, а вот справедливости в отношениях. Не так, что вы будете вкладываться, да, женщина это будет принимать и ходить с короной выше крыши. Нет, вот именно все как-то должно быть обоюдно. По крайней мере, вам этого хочется. Вы к этому стремитесь, стремились и будете стремиться. Возможно, кто-то из вас работает в каких-то госструктурах. Давайте-ка сделаем маленький опрос. Давненько я не спрашивала. Напишите, пожалуйста, все в комментариях, где вы работаете, да, потому что у нас каждый день много новых зрителей, подписчиков появляется на канале. Давайте-ка сделаем, даже если вы уже когда-то писали, потому что я знаю, мальчишки некоторые меня годами смотрят, за что вам большое спасибо. Вот напишите, если вы на пенсии, так и пишите, пенсионер, да, либо же где вы работаете, кем вы, всегда интересно, мы уже с вами как одна большая семья в каком-то смысле. Мы можем и посмеяться, и где-то погрустить с вами, да, поприкалываться. В общем, кто меня знает, тот подтвердит. Давайте-ка смотреть, холостяки мои дорогие, почему же ваша жизнь под угрозой? Я не могу сказать, что вот именно у холостяков сейчас занято сердце.
Понятно, что да, вы скажете, это общий расклад, но у большинства может проиграться на примете и женщина, которая нравится, на которую вы положили глаз. Но это не значит, что еще ваше сердечко трепещет. Вы можете прощупывать, вы можете присматриваться, вы можете еще по-дружески общаться, но уже где-то там в глубине души симпатия прорывается. Но почему же холостяцкая жизнь под угрозой? Давайте смотреть, что же будет происходить. Так, ну, скажу вам так, ребят, немножко забегая вперед, те, кто сейчас в отношениях, неважно, официальные, неофициальные, вот все-таки у вас может, особенно это касается тех, кто в токсичных отношениях. Не пугайтесь все, потому что, понятное дело, у кого-то еще есть отношения, которые можно спасти. А вот те, которые сами знаете, да, что у вас уже капец просто вашим отношениям, но вы еще почему-то это все терпите, почему-то остаетесь вместе. Ну вот мне показано, что вы с этой женщиной, ну, хочешь не хочешь, но вы разойдетесь. Причем разойдетесь из-за ее вранья. Вранье, измена и так далее, да. Поэтому, смотрите, этот расклад, в общем-то, вам тоже будет полезен, потому что, ну, я думаю, не за горами вы тоже станете холостяками, даже вроде бы сейчас еще вы и не холостяк. Но это одиночество вдвоем. В принципе, в каком-то смысле вы холостяк, потому что женщина что есть, что нет. Когда вы не получаете заботы, нежности, тепла и так далее. Ну, считайте, что холостяк, да. У кого-то, может быть, даже вот из вас, вот у кого такие тяжелые отношения, вы, может быть, уже даже где-то немножко налево и прыгаете, либо присматриваете. Ну, потому что хреново на душе. Понимаете, что, ну, рано или поздно, не сегодня, так завтра вы будете рушить эти отношения. Поэтому, смотрите, у кого же нет женщин, да и у кого есть, да, в принципе. Мы сейчас вас всех сравняем, да, оставим единицы. В вашей жизни появится женщина, но опять же, она тоже будет огненная. Она похожая на вас, она страстная, она активная, она, в общем-то, знает себе цену. И это очень классно, ребят, потому что женщина, которая какая-то безвольная, которая такая, ну, готова тапочки в зубах каждый день приносить, грубо говоря, она очень быстро вам наскучит. И вы это понимаете, я думаю, о чем я говорю. Поэтому женщина, которая уверена в себе, женщина, которая ну, четко знает, что она хочет в этой жизни, у которой есть свои какие-то критерии к разным моментам, к людям, да, есть какие-то свои приоритеты, да, женщина, которая имеет какие-то планы на свою жизнь. В общем-то, в ней есть что-то такое, чего нет в других женщинах. Опять же, здесь и внешняя красота, здесь и фигура, здесь и та самая осанка, да, вот когда женщина уверена, как правило, она с хорошей осанкой, у нее особая походка, уверенная в себе, она разговаривает уверенно, она сидит, стоит уверенно, да. В общем-то, мимика, жесты всегда выдают уверенного человека, и мужчин, и женщин. Поэтому на нее не обратить внимания, но это, наверное, только слепым нужно быть, чтобы не заметить такую женщину. Она встретится в вашей жизни очень и очень неожиданно. И те холостяки, которые сейчас, вот мне показано, что есть среди вас ребята, которые, в общем-то, ну, довольно неплохо живут и без женщины. Да, хочется где-то там, в глубине души, да, новую любовь, думаете, может быть, мечтаете. Но, в принципе, можете расслабиться и кайфовать. Вот есть такие, да, и особо не заморачивайтесь. Есть, нету. Кто-то может спокойно романы крутить из вас, да, кто-то может присматриваться, да, ну, попадется хорошая женщина, да, вы там делаете какие-то шажочки. А так, чтобы целенаправленно кого-то искать, нет. Поэтому, ребят, даже те, я к чему веду, ребята, даже те, которые, в общем-то, кайфуют от свободы, хоть вы опустили руки, хоть вы там плывете по жизни, вот как оно идет, так и идет, неважно. У вас очень большая опасность именно потерять свою свободу. Личную свободу, не думайте, я не про решетку говорю, ребята, в обморок не падайте. Потому что эта женщина, которая появится, как я уже сказала,
но она не оставит равнодушным никого. Здесь большая угроза, что вы влюбитесь, вот влюбитесь по-настоящему. Туз кубков нам об этом очень четко говорит. Причем вы можете сопротивляться, вы можете всякими правдами, неправдами как-то, вот, как говорится, откараскиваться от этого всего, да, не-не-не, не хочу, не буду, да, вот, ну, то есть, э, но сердце-то не обманешь, ребят. Вот холостяцкая жизнь может быть раз и навсегда потеряна, утеряна, потому что встретите эту женщину. Ну вот, и король жезлов, и королева жезлов. Ну, посмотрите, вы такая будете сладкая парочка. У вас даже какое-то энергетическое притяжение будет. Вы будете одинаковые по темпераменту. Будут одинаковые интересы. У вас будет много общего. Это еще больше облегчит ваше такое общение, что ли, с ней, да? Что еще нам расскажут? Можете поначалу вообще никому не рассказывать, что, ну, елки-палки, друзьяки, а я-то влюбляюсь, пацаны, я влюбляюсь, что делать, не хочу терять свободу. Ну, такая женщина, ну, такая, ну, не буду говорить те слова, которыми часто мужчины общаются, да, поэтому будет тупик. Вот, с одной стороны, тянет, с другой стороны, елки, пацанята, теряю свободу, что делать, куда бежать, да. Ой, как вы... Смотрите, даже будут те из вас, кто будет, ну, реально, может быть, паузы брать в общении с этой женщиной. Вот будете чуть ли не по рукам себя бить, грубо говоря, да, чтобы только ей не позвонить лишний раз. Потому что вы понимаете, вернее, будете понимать, чем больше вы с ней будете общаться, тем больше будете влюбляться. Но ничего вы не поделаете со своей любовью, никуда не денетесь. Поэтому, ну, я заранее говорю, не отстраняйтесь, не теряйте вот эти вот сладкие золотые минуты, которые вы могли бы провести вместе. Не нужно отстраняться, не нужно пугаться, тем более, что карты нам очень четко говорят, ну, все равно вы не сможете сами с собой долго бодаться и воевать. Все равно вы к ней проявитесь, все равно вы будете делать к ней шаги, потому что будете думать о ней днем и ночью, будете скучать за ней. А когда перейдет все, ну, до более близких отношений, но здесь вообще будет караул, ребят. Ну, караул в хорошем смысле слова, да? Но она такая класснючая, ну вы посмотрите, женщина на зависть всем. Будете, возможно, даже кто-то ее, ну не то чтобы скрывать, но, может быть, попервой, там, первое время не будете ее, там, какие-то свои компании с друзьями знакомить, водить, но будет страх, что в нее может кто-то влюбиться, страх, что уведут, вот это самая ревность, да, а как я говорила в начале расклада, вы на дыбы станете, вы в тигра, в льва превращаетесь, если нужно защищать что-то свое. И вы будете готовы даже перед друзьями-приятелями, если это потребуется, защищать ее. Что еще нужно знать нам о вашей будущей холостяцкой жизни? Ну, опять-таки, ребят, ну, что я могу вам сказать? В принципе, тоже выпадает, тоже те же карты выпадают. Многие из вас, которые сейчас поставили точку на своей личной жизни, хоть паузу вы взяли, да, может быть, вы сами с собой договорились, что вот какой-то там годик, второй я покайфую, поживу для себя. Неважно, хоть вы поставили паузу, хоть вы пустили на самотек, но многие из вас поменяют статус. Причем статус этот будет вам только в радость. Когда немножко эмоций в вашей душе поулягутся, да, вот вы успокоитесь, вы не будете больше сами с собой воевать, не будете сомневаться, вы будете, ну, более уверены в этой женщине, то я вам скажу так. Вы примете эту любовь. Вы примете любовь на все 100%. И даже те, которые, может быть, дали себе зарок, что все, никаких серьезных отношений, никогда не женюсь, ничего, ну, вы очень быстро будете входить в новый статус. Ну, очень и очень быстро. Все другие женщины для вас вообще перестанут существовать. Даже кто-то из вас, может быть, будет торопить события, но это уже туда чуть попозже, когда вы пообщаетесь немножко с этой женщиной.
когда вы поймете, что ну все, ну уже хана, свободен, ну никуда не денусь, ну все, попадос, да, влюбился, то я думаю, вы сразу очень быстро возьмете быка за рога и, может быть, даже сделаете предложение. Потому что сильно долго вы тянуть не будете. Да, вы можете посомневаться, вот это будет загвоздочка, резину потянуть, ну, сами себя будете накручивать этими всеми сомнениями, страхами и так далее. Но потом, когда вы все-таки поймете, что да нет, я не хочу ее терять, я хочу быть с ней, когда уйдут все ваши сомнения и опасения, вот тогда вы очень быстро сделаете кто-то даже предложение. Может быть, даже такая небольшая свадебка будет. Ну, такое, знаете, я не говорю, что это там белая фата обязательно. Это какой-то, может быть, очень теплый, тесный круг друзей, приятелей, там, родственников и так далее. То есть, ребятушки, ну что я могу вам сказать? Только за вас порадоваться. И которые сейчас холостякуют, ну, в общем-то, не за горами. Не за горами ваша новая любовь, которую вы сейчас, может быть, особо и не верите, и не хотите думать об этом, либо же пустили на самотек. Я вам скажу так. Кто-то из вас, вот как будто, может быть, последнее время чувствуете, что будут какие-то происходить в жизни перемены. Это могут быть вещи сны, это могут быть какие-то видения, это может быть какое-то внутреннее ощущение, да, потому что, ну, вы очень чуткий человек, у вас и интуиция очень классная, а если у вас еще и магические способности, да, вот очень часто у нас сигнификация это показывает, но здесь 100%, вот какие-то знаки вы можете видеть вокруг. Просто мы, люди, вот не всегда замечаем знаки, они есть всегда и везде. Поэтому подумайте, где какой знак по поводу новой любви, новых отношений вы можете видеть. Можете даже написать в комментариях, если вы, ну реально, либо сны какие-то видите, да, что у вас там новая семья, новая женщина. Может быть, у вас фильмы какие-то вот встречаются, да, вот на глаза попадаются фильмы там с какими-то романтическими названиями, там «Новая любовь», там «Моя любимая женщина», либо еще что-то, да. Может быть, название книжек, может быть, еще что-то. Ну, знаки могут быть везде. Поэтому обращайте внимание. Я думаю, если у кого-то не было знаков, то вот они либо же в ближайшее время появятся, но я думаю, скорее всего, они уже все-таки были, но вы не обращали внимания. Поэтому, в общем-то, я за вас рада. Холостяцкая жизнь под угрозой, но это такая приятная угроза. Это такой кайф, который вас ждет, потому что любимая, любящая женщина – это потрясающе. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!